Обратно инерционная сила Земли. Марсель Шмуратов, Академия МЧС России. Ну, дорогие друзья, я много раз уже у вас уже выступал, делал доклады. Сами знаете, что доклады были, может быть, для кого-то неинтересными. Это для примера скажу, что землетрясение в Индонезии я делал доклад. Потом делал доклад о Нобелевской премии, делал доклад. Естественно, в то время у меня было, можно сказать, даже отчаяние было. Почему? Потому что я сам чувствовал то, что я именно занимаюсь исследованием, да, она очень для меня интересна, но многие ученые недопонимают вот этого. То, что она очень необходима на сегодняшний день. Почему? Потому что я говорил уже тот раз уже о том, что если, например, меня ученые поймут, и действительно примерно на 30-40% может измениться вся физика Земли. Формулы и, например, первые отчеты при каких-то происшествиях начнут именно с исследования именно и вычислений гравитационной силы Земли, а потом только, исходя из этого, уже начнут уже дальнейшие исследования именно вот этого аномального явления или, например, какого-то происшествия в виде, например, волны убийцы и так далее. Вот сейчас я бы хотел что именно сказать. На сегодняшний день я очень рад тому, что 4 ученых Москвы, это Мельников Владимир Павлович, Академия Айпан, потом кроме этого Бутузов Станислав Юрьевич из Академии МЧС, взялись за мою работу и увидели в моей работе то, что обратная инерционная сила действительно она существует, и в результате именно вот этого существования она может дать действительно изменения, дальнейшие изменения физики Земли и так далее. Но почему я вам принес сюда глобус, в дальнейшем чуть-чуть покажу и объясню, почему принес глобус. Но вот смотрите-ка, вот таблица, например, то, что именно количество торнадо, происходящие в районе Бермудского треугольника. Смотрите-ка, январь месяц это 0, вот второй месяц 1, март месяц 1, четвертый месяц вот, иногда 0 даже бывает, а пятый месяц это май 10, шестой месяц июнь 41 торнадо урагана, это примерно расчет из числа примерно за 10 лет, среднеарифметическое. Потом 8 месяц, июль месяц 46, например, вот, потом август месяц 42 торнадо урагана, и сентябрь месяц уже происходит наибольший прогрев зеркала воды, и в результате, смотрите-ка, 216, самое большое количество торнадо и ураганов в районе Бермудского треугольника. Представьте. Сами, вот в дальнейшем уже идет, 10 месяц уже идет на уменьшение, на спад, 146, 29, и вот к декабрю месяце доходит только до 4. Давайте-ка дальше посмотрим. Вот я говорил об этой схеме, я рассказывал о том, что вот, например, линия экватора, то есть гироскоп Земли. Вот Земля, вот в районе экватора у нас ставят раковину, воронки нету. Малейшее отклонение всего лишь на 3 метра появляется вращательное движение воды. Именно спирали. В северном полушарии Земли по часовой стрелке, это вот здесь вот, а в южном полушарии Земли, наоборот, против часовой стрелки. И вот смотрите-ка, что происходит. В дальнейшем я уже показываю уже конус воронки вот на вот это вот именно 45 градус широта. А наша Москва находится примерно в 56 градус широты, правильно, да? И в результате именно вот они какие воронки в районе нашего Черноморского побережья, а вот уже южнее как раз уже Черноморского побережья, они гораздо уже, но здесь скорость вращения гораздо выше. А оказывается, скорость вращения, что придает скорости вращения именно воронки? Скорость вращения воронки, оказывается, придает само вращение Земли. И чем больше скорость вращения Земли, больше к экватору,
тем мощнее воронка, тем мощнее ураган. Чем севернее, тем она уменьшается. И вот в Северном полюсе, например, практически подходит к нулю. Я бы хотел именно остановиться на обратной инерционной силе. Вот я создал за период, как говорится, вот ковида, создал интереснейшую работу, которая называется обратная инерционная сила. И давайте-ка рассмотрим именно, что происходит в результате обратной инерционной силы. Смотрите, как земной шар вращается на восток. В результате на Земле, вот, я, например, вращаю глобус, да? Вот обыкновенный глобус вращаю. Смотрите-ка, вот он, глобус. Я ее вот в таком виде держу специально для вас. Вот в таком виде ее постоянно вращаю. И смотрите-ка, что, обратите внимание, интересный человек. Это то, что именно вода в океанах, она сдавливается к материкам. Материкам сдавливается. И именно вот эта сторона глубже, а в этой стороне именно материков отлив. Вот, например, смотрите, то же самое происходит и в Индийском океане. Вот, например, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Смотрите-ка, вот два материка, Северная Америка, Южная Америка. В результате вот он, экватор, экваториальная зона. И вот именно вода Атлантического океана, смотрите-ка, она попадает в капкан между двумя материками. В капкан между двумя материками. И из-за того, что она попадает в капкан, она начинает мощным образом вращаться. И вот это место именно, оно практически на Земле, можно сказать, даже единственное место. Понимаете? Если, например, для примера говорю, если, например, американцы, например, отпустят воду, давление воды с Бермудского треугольника, то это может произойти, как говорится, непоправимое. Это то, что, например, на земном шаре может произойти оборот воды и давления, и в результате наш Сахалин может сдавиться. Ну, в Тихом океане то же самое происходит, смотрите-ка, вот этот берег, он более мелкий, а вот здесь уже темные полосы, смотрите-ка. Здесь гораздо глубже, и именно Тихий океан сдавливается берегам Японии и берегам нашего Сахалина и Китая, как говорится. Вот к этим берегам она сдавливается. И именно вот обратная инерционная сила, это как раз-то и есть вот эта сила, понимаете, то, которую на сегодняшний день ученые не увидели. И то, что именно на сегодняшний день есть разные виды глобусов, для примера, да, глобус, например, типа как направлением течения вод в Мировом океане. Потом глобусы есть с рельефом местности. Сейчас уже появились глобусы, когда на материках именно возвышенности показаны. Но на сегодняшний день нету в мире, ни один ученый еще не создал глобус, который именно был бы с влиянием обратной инерционной силы. Почему? Потому что земной шар, извините, постоянно вращается. И из-за вот этого изучения я на сегодня уже вижу практически все течения, рассчитываю все течения, вот в Мировом океане любой точки мира. Давайте вот, например, рассмотрим, вот для примера Северного полюса. Вот я специально к вашему лицу как раз поворачиваю и начинаю вращать Землю. Смотрите-ка, вот это вращение именно вот этого глобуса и дало мне знание к этой обратной инерционной силе. Вот давайте-ка, что именно сделано схематически. Покажу об обратной инерционной силе. То, что именно ученые признали на сегодняшний день, это наукой, не только я им, они признали меня, это открытием признали. Я говорю Мельнику Владимиру Павловичу, доктору наук, говорю, Владимир Павлович, вы поймите правильно, вот это именно открытие, оно мирового масштаба, говорю, Владимир Павлович. Но Владимир Павлович мне лично ответил, и это, как говорится, можно даже подтвердить его слова. Он говорит, это не только мирового масштаба, это вселенского масштаба. Почему вселенского масштаба? Да потому что именно все планеты, Сатурн, другие планеты, то же самое имеют круглую форму и то же самое вращаются вокруг своей оси. Вот я сейчас покажу именно сдавливание на схеме здесь. Вот я сделал, смотрите-ка, примерный разрез земного шара, вот так сделал, конечно, немножко исказилось на другом компьютере.
Извиняюсь, конечно, за это немножко неполадки, но здесь что же сделать так? Вот смотрите-ка, я здесь вот показываю обратную инерционную силу стрелками давления. И, кстати, помимо воды, в воздушной массе происходит то же самое. В воздушной массе в эфире происходит то же самое. Почему я говорю? Да потому что один из ученых, немецких ученых, он доказал о том, что 9 месяцев в году ветер дует с востока на запад. И я считаю, что именно на сегодняшний день действительно, если же этот ветер и гравитационную силу Земли пересилит, то тогда только она перенаправляется. Понятно, да? Перенаправляется ветер. Еще раз говорю. Именно поэтому и земной шар, он имеет мощное влияние. Смотрите, как для примера даже давление человека, даже, например, левша, правша при рождении. И поэтому я хотел бы попросить вас, ученых, тех, кто, например, занимается близко к моей науке, подключиться к моей науке. Почему? Потому что вот в этой книге на сегодняшний день именно большое количество открытий и в других направлениях тоже. Не помимо того, что физика Земли, но и в других направлениях. В медицине, в растениеводстве, в растениях то же самое, которое вращается земная поверхность и так далее. Так. Хотел бы еще подвинуть вот, и показать именно вот, часовые пояса. А вот схема. Давайте-ка вот эту схему рассмотрим. Смотрите-ка, вы понимаете о том, что вот, например, я в первую очередь нарисовал идеальный круг Земли, например. Для примера, идеальный круг Земли делал. Вот эти вот места именно, это материки. Это материки. Вот это самое длинное, это Тихий океан. И смотрите-ка, что происходит. Из-за вращения Земли, что происходит? Происходит следующее. Это то, что, вот, например, смотрите-ка, идеальный круг Земли. Это как раз отлив и давление на побережье, западную часть побережья. Здесь опять-таки, смотрите-ка, вот Тихий океан, то же самое, он ниже идеального круга Земли, и примерно в середине он выходит выше, и здесь опять-таки тоже происходит давление. Если же, например, действительно изучить подробно это явление, то можно будет заблаговременно предсказывать торнадо, ураганы, заблаговременно предсказывать именно почему. Потому что сами знаете о том, что, например, волна убийцы, например, двигающаяся с океана, она может двигаться часами. Например, сейчас скажу, от Индии до побережья Африки и Суматры волна убийцы двигалась 6 часов. А извините меня, за 6 часов, если животные, они почувствовали и ушли, в гору ушли, а мы же, люди, это не почувствовали, и в результате, как говорится, в тот раз я рассказывал, то, что 250 тысяч и 300 тысяч человек погибло на земном шаре только за одни сутки. Вот такое произошло. Чтобы этого не произошло, может быть, заблаговременно предсказывать. Ну и хотел бы что еще сказать. Именно вот это явление является открытием на сегодняшний день. Открытием мирового масштаба. Ну, что хотел бы сказать именно о воронках. О воронках я уже много, наверное, рассказывал. О том, что, например, вращение воды, то есть вращение воды, это одно дело, а другое дело то, что обыкновенные ракушки, именно спираль имеет по направлению против часовой стрелки с места ее рождения. А потом, кроме этого, имеется именно, в южном полушарии Земли оно имеет наоборот. Ну и, например, левша, правша, о которых говорил. Если, например, говорить о рассуждении ученых о том, что типа того, что, например, почему человек ходит по одному и тому же кругу, одна нога длиннее, другая короче. Нет. Вот это суждение совершенно на сегодняшний день, из того, что я вот это изучаю, совершенно неправильное. Почему? Потому что если бы одна нога длиннее была бы, другая короче была бы, он просто хромал бы, понимаете?
А здесь именно, оказывается, гравитационная сила Земли создает наклонную плоскость человека, и из-за этого именно, плюс еще земная поверхность постоянно вращается, и из-за этого создается вращение человека. Спасибо за внимание. Будьте любезны, спутники летали и в районе Бермудского треугольника обнаружили такую впадину, ну, геометрическую впадину. Вы про это знаете? Да, об этой впадине именно я знаю. Ваше имя, я не знаю, извините, пожалуйста. Да, смотрите-ка, какая ситуация. Смотрите-ка, какая ситуация. Смотрите-ка, какая ситуация. Смотрите-ка, впадина, вы говорите о впадине. Да, действительно, впадина она имеется. Почему? Потому что вот направление течения, вот в Мировом океане, вот она. Оно вращается в виде воронки. А вы знаете о том, что именно любая воронка делает впадину. Да. И именно вот в этой впадине и собирается на сегодняшний день экологическое бедствие, это в виде мусора. Слышали, наверное, об этом, да? Ну с мусором там вообще исчезает. Плюс смотрите-ка в Тихом океане. Вот он Тихий океан, смотрите-ка, то же самое я определяю. Вот это вращение воды Тихого океана в северном полушарии Земли, а в южном полушарии Земли именно вода вращается наоборот. И именно вот в этом месте опять-таки создается впадина, которая равна 600 метрам, уважаемые, 600 метров. И в результате именно там накапливается опять-таки экологический мусор, и он постоянно вращается. Ну и потом то же самое в Индийском океане. Индийский океан, он интересен чем является. Смотрите-ка, я, например, вижу на сегодняшний день 2 шестеренки, воронки. Вот, например, видите, экватор, вода вращается по часовой стрелке, а в южной части именно Индийского океана, там вращается вода наоборот. И смотрите-ка, 2 разные шестерни получаются. Обыкновенные конические шестерни. Это вращение малой и, да, и вращение большого, смотрите-ка. И в результате именно вот это большое вращение, если же сами знаете о механике, то вращение создает мощное вращение. Маленькая шестеренка вращается очень большой скоростью. И вот именно вот в этом месте происходит большой гул. Я просто не вижу отсюда. Это что? Нет. Это район Индийского океана. Индийского океана. Так, еще